Привело меня сюда желание найти моему правнучку Ванечке приемную семью. И этот кусок для Ванечки, и мы ждем его. Почему приняли решение забрать Ваню к себе? В нашей семье 7 приемных и 5 своих. Но 5 своих уже начали улетать. Вы богатые? Так, Очень. У нас даже 2 машины больших. Мы будем рады видеть вас в нашем доме. а вы богатые? Мы обеспечены. И у нас еще 6-летний сын, который мечтает о брате. А попугайчики миленькие? Миленькие. Я тебе больше не нужна, что ли? Не, Я я шучу. посередине сяду. Если Ваня окажется у нас, ему здесь понравится. Мне понравился мальчишечка. У меня что-то ёкнуло. Ванечкин вопрос, а вы бизнесмены? Добрый день. Неделю назад мы вам рассказали непростую жизненную историю Валентины Груздевой из Нижнего Новгорода, которая ищет семью для своего правнука Ванечки. Отзывов было очень много. Мы обязательно все передадим Валентине, потому что пытались помочь. И материально там, и одеждой. Ну, кто чем может. Ну и хорошо. Но главное, что откликнулись люди, которые готовы на те условия, которые Валентина в этой студии поставила. То есть есть вероятность, что Ваня сегодня обретет новую семью. Валентина Сергеевна с Ванечкой вновь в нашей студии. Здравствуйте. 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 Привет. Привет. Валентина Сергеевна, ну что, неделя прошла. У вас было время посмотреть и ту программу, и еще раз подумать. Тверды в своем решении? Конечно, конечно. Но вы сами понимаете, что решение, ну не могу я сразу как бы принять решение. Мне это очень тяжело, очень волнительно, я переживаю. Решение в какую Я именно не сплю семью? ночами. Но то, что вы все-таки по-прежнему настроены Конечно, найти конечно, семью, Конечно, это точно. конечно. Вот конечно. смотрите, какая история. Мы вам сегодня покажем людей, которые отозвались. Они все разные, естественно, в разных местах живут. Вы, главное, помните одно, что вам не нужно принимать решение за программу. Вы просто познакомьтесь. Ванечка познакомится, да. Но перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы та часть аудитории, которая не видела прошлую программу, узнала, о чем мы, собственно, говорим, а другая часть вспомнила. Привело меня сюда желание найти моему правнучку Ванечке приемную семью. Я с каждым днем, мне плохо, я болею. А что с родителями? Мама лишена в 19 году прав. Папа с 17 лет по тюрьмам. Я хочу остановиться в родительских правах А куда ты собираешься забрать ребенка? к молодому человеку, у которого я живу. А какой по счету молодой человек? 5-й. Который кого-то прирезал. Нет, ножевое ранение у него. Ну да, что, господи, ну не зарезал же. Почему Валентина Сергеевна решила найти семью сейчас для Ванечки? Проблемы, потому что с квартирой. Где-то деньги украл у меня из кошелька. Когда вы пьяные валялись? Я пьяной валялась. Почему? Потому что твой бывший муж Максим заложил ей комнату, ее угоняет. И сколько вы сейчас должны? 5 миллионов уже. Дарья. Про алименты вы Тебе знаете? этого не надо. Знаю. А что не платите? А я целенаправленно не буду платить ей. Валентина Сергеевна только нужны деньги. А ребенку не нужны Не деньги. стыдно тебе? Посмотри мне в глаза. А ребенку не нужны деньги. На меня посмотри лучше. Я прошу вас сейчас подняться и вот в эту дверку выйти. Ребенок, который сейчас войдет в студию, вас не хочет видеть. Привет. А, их бабушки сразу, да? Ты о какой-то там игрушке мечтаешь. Это что за игрушка такая? Волчок, он крутится. Ну, как ты думаешь, нашли мы такой волчок? Я думаю, да. Да. Ты знаешь, что-то нарыли. Это что, это твой или не то? Спасибо. Спасибо. Ну что, волчок-то крутится? А? Слушай, ты же уже целую неделю в Москве, да? Да. Ну и как тебе большой город? Так, нормально. А чем занимался-то, расскажи. Что видел? Видела станкисную башню. Высокая. Да. А наверх не забирался? Красиво. Нет. Нет? А ты знаешь, что можно наверх забраться? Знаю. Но я боюсь высоты. Скажи, пожалуйста, и все-таки, где лучше, в деревне или в большом городе? Деревню. Почему? Потому что там нет шума и
И Ну, высоты зато нет. тихо. Ну да, И не правильно. шумно. Да. Слушай, я когда маленький был, такой же, как ты, я очень, кстати, любил гулять по ВДНХ. А тебе прогулка понравилась или нет? Да. Да? Да. А что больше всего запомнилось? Вот там какой-то манекен. Вот, то есть памятник. Манекен или памятник, понятно. Манекен и памятник. Ну, наша съемочная группа с вами прогулялась на ВДНХ. Давай посмотрим. Смотри, какой памятник. Ты посмотри вот наверх, вот туда. Как мы хорошо с тобой гуляем в Москве, да? Я с Болей очень сильно люблю гулять. Это все ради меня, папа? Да, все ради тебя. Бабуля, смотри, ферма. Ой, енотик. А мы еще вон пойдем туда посмотрим. Может, кролик? Ну ты что, кролики такие не бывают. Смотри, вот это павлин. Он хвост свой открывает. А это кто? Курочки. Смотри, смотри. Ой, а лапки-то какие у нее большие. Это у нас кто там? Мамочка Да. и козлятки. Идем ее посмотрим. Рожки чешет свои. Батюшки. Давай, в ротик. Не бойся. Ладно, пока мы еще вернемся сюда. Мам, мне с ними понравилось. Конечно, мне тоже понравилось. Баба, купи мне, пожалуйста, А вкусняшку. сахарную вату хочешь? Я с бабушкой ее пойдем. Ваня. Не беги, я не успеваю. Я же старенькая, ты же знаешь. Вкусно? Да, конечно, вкусно. Какой ты хочешь желание? Самое такое твое заветное желание. Наверное, чтобы у меня были родители. Я поняла, даже на ВДНХ тебе больше всего зоопарк понравился, как в деревне, да? Да. Ясно. Вата вкусная была? Да. Ты первый раз вату ел? Нет. Нет? Да. Нет. Я ел ее у себя в городе. Ну, давай к твоему заветному желанию ближе. Пора знакомиться с людьми, которые откликнулись на просьбу твоей бабушки, прабабушки. У нас в студии Елена Щепакина и ее дети. Денис, Максим, Руслан и Кирилл. Давайте их позовем. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вам с подарками. Это вам. Спасибо. Это все наше домашнее. Спасибо. Спасибо. Угощайтесь. Мы очень любим яички. А у нас еще, Спасибо. видите, они какие несут. Это что тебе подарили? Робота, что ли? Да, наверное. Елен, самый главный вопрос. Вы же из Нижегородской области. Да. Из села? Катунки. Вы знаете, где это? Нет. Нет. 17 километров от нашего замечательного города Чкалска. А мы недалеко. Мы живем на берегу реки Волги. Прямо вот, ну не прям вот, что Ну, прямо я на это. представляю, Да. Ну, я не была там, в Чкаловске, нет. Ждем в гости. Почему приняли решение приехать сюда и хотите забрать Ваню к себе? В нашей семье 7 приемных и 5 своих. Но 5 своих уже начали улетать. Взрослые? Да, достаточно уже, даже и не верится, У вас что полная 4-му семья, ребенку да? уже почти 18. И осталась с нами последняя девочка наша, Виталия, 14 лет в декабре. И 7 мальчишек армии у нас. И как бы хотели еще одного, наша семья, принять. И наше сердце готово отдать любовь, отдать все, что у нас есть. Я бы сказала даже так. У вас полная семья? Полная Папа семья. есть, да? Папа у нас на все руки мастер. У папы есть все, что душа пожелает, даже трактор. Мальчишки буквально недавно, вон Руслан катался. Ребята, у вас давно в семье? Вот те, которые сегодня вышли к нам. Максим, вот
сидит рядом, и Денис. На сегодняшний день 14,5 и 12. А взяли вы их совсем маленькими, да? Год, и вот ему было 3 годика. А вот тому мальчику, который рядом с Максимом Русланом, 7 месяцев было. И совсем недавно ему исполнилось 11 лет. А кто самый новенький у вас? А самый новенький у нас Кирилл. Буквально год назад он приехал к нам из ДНР. И знаете, мальчишка как будто с нами жил. Все звонили меня, спрашивали, как адаптировался-то. Я говорю, да никак, он наш, он с нами жил. Правда, Я не Кирилл? заметила. Кирилл, правда? Как приняли тебя в семью? Хорошо. Накормили, напоили. Спать ложи. Дружно живете? Да. Хозяйство большое у вас? Да, очень. Ну, вы знаете, как иногда злые языки говорят? Понятно, мы этих фермеров знаем. Какие-то Набрали детей, чтобы Набрали они у них детишек, работали. чтобы, да. да, они в поле у них пахали. Ребят, Кого-то мы заставляем пахать. а сами-то с удовольствием это делаете? Да. А давайте посмотрим, как вы живете. Вань, посмотри на экран сейчас, интересно. Это наша самая большая семья. Муж Николай, это Руслан, Кирилл, Денис, Виталия, Кирилл, Максим, Родион и Иван. Пойдемте посмотрим на наше хозяйство. На этом участке раньше было поле. И вот за 12 лет мы построили здесь много всего. Это у нас вот беседка, в которой мы иногда справляем праздники. Также у нас имеется летняя беседка. Русскую печь выложили, в ней готовим топленое молоко. У нас и коровы очень дают вкусное молоко. Это козы Виталии. Это все ее хозяйство. Знаете, кушай. Это у нас баран. У нас тут свиньи. Мы их кормим, поем, выращиваем, выгуливаем. Они очень смешно копают своим носом в грязи. А еще у нас есть гуси и утки. А вот это наша стройка. Делаем мы для поросяток новый хлев. Мне нравится строить с папой. Здесь летом стоит бассейн, дети здесь купаются. Плюс ко всему спортивный комплекс. Они занимаются здесь на свежем воздухе. Это 2-й этаж. Здесь комната мальчиков. О, ты чего тут такое делаешь? Читаешь книгу? Молодец, молодец. А вы чего тут делаете? Корабль. Пойдемте посмотрим еще, чем у нас дочка занимается. Виталий, а ты чего тут? Ты Жорику это шьешь? Не будет мало он ему. Вот такое чудо у нас тут. Вот Виталий сейчас шьет костюмчик. Вот это моя с мужем комната. А вот здесь мы хотим разместить Ванечку. Здесь поставим 2-ярусную кровать. Буквально за неделю до программы у меня почему-то мысль пришла, что в эту комнату надо поставить 2-ярусную кровать. Для чего здесь один ребенок? Ну, вот, видать, все-таки Богу так угодно здесь спать 2 детям, в том числе Ванечке. А у нас вообще очень дружная семья. Ходим в кружки, выступаем, поем, танцуем. И этот кусок для Ванечки. И мы ждем его, чтобы собираться с нами тоже за нашим круглым столом. Ваня, мы тебя ждем. Валентина Сергеевна, как вам такие условия? Очень, очень. Просто слов нет. Мне все Подходит? нравится. Конечно. Да? Конечно. Конечно. Ну, вот тут А у нас- вопросы, может, у вас какие-то есть? Так вы задавайте Скажите, смело. вот, ну, ребятишки, понятно, они шалят. Как-то какие-то методы там это воспитания, какие у вас? Словесно. Словесно. Конечно. Хорошо, Я тоже тебя так- накажу. Я тебя накажу. И все. Ну, это же мальчишки. Ну, конечно, Ну, конечно. Маша. Если все срастется, как вы наладите общение прабабушки с внуком? Оторвать ребенка и ребенка от вас – это невозможно. Я бы даже сказала, у меня свекрови 87 лет, живет на соседней улице. Первое время я бы даже хотела, чтобы вы там пожили. Хотя она об этом не знает. Спасибо. Вот. Но если вы так говорите, то вы уверены, что она согласится, да? Конечно, да вы что? Я вот должен это сказать, и это будет полезно еще семьям, которые выйдут сюда. Вот Варвара нам в прошлый раз, когда с ребенком пообщалась,
сказала, что, конечно, нужно наблюдение у специалистов. И Ваня не просто по контактным зоопаркам и ВДНХ гулял. Мы и к врачу сходили. Да. Да, и там действительно, как Варвара и сказала, нужен и логопед, и психолог нужен. У вас есть такая возможность? В нашем селе нет, но я сейчас добиваюсь прямо вот всеми усилиями. Мне пока что в прошлом году отказали, потому что у меня вот Руслану тоже требуется психолог и логопед. И просто нынче уже обязала, у нас новый директор школ, я сказала, мне нужен логопед ребенку обязательно. У нас предписание областной больницы. Она, значит, будет. Вы где работаете? Денег хватит на еще одного ребенка? Мы не работаем, мы занимаемся своим хозяйством, плюс ко всему воспитываем детей. То есть вас кормит ваш огород, ваши там Хозяйство. гуси, вот эти вот, все хозяйство ваше вас Конечно, кормит, мы да? продаем. Ну и А вы еще это продаете, Продаем, да. И, естественно, получаете у вас какой статус? Приемной семьи? Приемная семья, да. Вот, у вас приемная семья, вы еще, соответственно, государственные деньги Да, получаете, да? вознаграждение. А вы богатые? Так, Очень. У нас даже 2 машины больших. А почему собака за забором у вас? У нас 2 собаки, которые живут на улице, они в вольере. У нас Ладно. Джек, это Джек у нас. А кошечки? 8, Он любит... 2 Кошек. свинца лысых, 5 у нас на улице и 1 у нас такой плюшевый шотландец. Ну, у нас, знаете, я бы всех взяла. 8 котов. Он любит очень кошек. Следующая семья не из Нижегородской области. Мы решили чуть-чуть расширить географию. Они прилетели к нам из Тюмени. Анастасия и Алексей, идите к нам. Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Сыночек, это он тебе нарисовал ангела-хранителя. Давай, Вань, вставай. Будем учиться Давай по-мужски знакомимся. здороваться. Это тебе передал наш сын Павел. Он сам выбирал для тебя подарки, так же, как сам рисовал для тебя рисунок. Поэтому ты лучше разберешься, что это значит и для чего это используется. Здравствуйте. Признаться, если честно, у меня не получается смотреть вашу передачу, потому что она, в самый разгар дня. А в этот день я как раз оказалась дома. Занималась домашними делами, увидела эту передачу, и на первой же секунде после ее окончания я позвонила в редакцию, мне сразу ответили, перезвонили и пригласили. Вечером приехал муж с ребенком, я показала сюжет сразу же. Муж сказал, едем в Нижний Новгород. Мы не ожидали, что это, мы еще не знали, что нужно будет приехать на программу. Мы планировали поехать познакомиться и пригласить вас к нам, показать, как мы живем, чтобы вы посмотрели и сделали выбор. Алексей, но с женщиной все понятно. Материнское сердце тронуло, слезы, вот это вот. А вы? А вы Но- богатые? Все хорошо, лапочка, все хорошо. Все хорошо. Что он спросил? Ничего, все хорошо. а вы богатые? Ну, мы, как все среднестатистические россияне, мы обеспечены. До богатых нам далеко, но и мы не бедно живем. Ответ хороший. А у вас семья большая? У нас 2 взрослых девочек, которые живут уже отдельно, не так давно, живут отдельно, уже в своих квартирах. Им по 21 году. То есть- Это ваши дети, Да, да. И у нас еще 6-летний сын, который мечтает о брате, просто мечтает. И когда он увидел сюжет, он сказал, ура, у меня будет брат. Алексей, все-таки скажите мне, вы-то куда? Я немножко поясню. Да. То есть материнское сердце, оно, конечно, доброжелательное, но все-таки на педаль нажал я. Ах, вот так было? Потому что, когда поступил звонок, я говорю, если не ехать, шансов не будет. Мы должны туда поехать, потому что если нас приглашают, значит, надо этот шанс использовать. А вы где работаете? Я работаю в производственно-строительной компании. Очень интересная сфера. Это строительство в условиях Арктики. А вы где работаете? Я индивидуальный предприниматель, у нас совместно еще семейный параллельный бизнес. Ландшафтное благоустройство территорий. Давай посмотрим про эту семью сюжет, Давайте. а потом ты будешь задавать еще вопрос, как я понимаю.
дом мы переехали сравнительно недавно, мы живем здесь всего 5 лет. Дом построил муж, за домом у нас небольшой огород. А в основном это грядки с ягодами, то, что любят дети. Здесь у нас теплица, любимые Пашины помидоры. И Ване, конечно, тоже понравится, я думаю. Вместе с мамой и с Павлом мы высаживали вот эти 2 симпатичные голубые ели из питомника. Но если Ваня к нам приедет в гости, мы еще с ним посадим также деревья. Мы с супругой любим активный отдых, и вот с этой целью мы приобрели наш автодом. Через 2 дня мы планируем поездку по Северному Кавказу. Если Ваню с нами бабушка отпустит, мы будем только за, у нас место там позволяет, и здесь в любое время года комфортно. Ну, это, наверное, самое популярное место в нашем доме. Паша всегда рядом. Здесь его разукрашки. У нас в поселке есть секция дзюдо, есть танцы. Ванечка говорил, что он любит танцевать. Вот как раз Паша ходит на брейк-данс. Будет замечательно, если вы будете ходить туда вместе. А это комната, сейчас она кабинет, но мы будем рады, если здесь разместится у нас Валентина Сергеевна. Здесь я начала оформлять совсем недавно стену с фотографиями наших путешествий и разместила пока только нашего папу. Это его увлечение. Привет. Привет. Сюда пошел. Да, это мой хороший. Это комната нашей дочери. Буквально с этого года она стала жить самостоятельно. Это будет прекрасная комната для Ванечки. Прям как у Паши. Пойдемте, я вам покажу. Это моя комната. Да, это комната. Вот ангел-хранитель. Это Пашин рисунок, и хочет подарить его Ванечке. Вот мои игрушки. Мы с Ваней будем в них играть. Я вообще Ваню очень жду. Я хотел когда-то брата, и мне Бог дал брата. У нас есть такая традиция, мы ее называем чайная церемония со вкусняшками. Это я придумала. Да, это Пашенька придумал. Мы будем рады увидеть вас в нашем доме. За нашим столом и в нашем доме хватит места для всех. Я всегда хотела называть сына Ванечкой. У меня всегда это имя особенным для меня было. Вот я уверена, что это судьба. Вань, ну как? Что, как? Понравилось? Да. А что больше всего понравилось? Как они зовут? А Паша сам это рисовал? Он ходит в художественный кружок. Вот я и хотел сказать, что ему не Случайно брейк-дансом. получилось, что он пришел и нарисовал ангела-хранителя. Как раз вот в тот день он сказал, я его Ване и подарю. Это очень хорошо. Это мы на Бардовских кострах в Башкирии. А это вы вот Это любите сплав. путешествовать, Да, да? очень. А вам не нужна девочка, Юля, воспитанная? Мы с удовольствием девочку Юлю возьмем с собой. А то мы девочку Юлю видим только на Донбассе, но пора уже и по Уралу попутешествовать. Ну вот, кстати, об Урале, да. Все-таки далеко от Нижнего. Вот насчет бабушки, прабабушки. Это не Чё мы- близко, но это такой прекрасный город. Мы вас в любом случае приглашаем в гости. Спасибо. Вот обязательно прекрасный город, очень современный. Для получения образования он прекрасный. Вот на самом деле даже... А вот по здоровью то, что Ванечке нужно, к логопеду, там, Вы знаете, у нас психологу. пройдена школа приемных родителей. У нас есть статус приемных родителей. У нас, то есть мы знакомы с хорошими психологами, и мы все Ванечке обеспечим. Если нужны психологи, это будут психологи, логопед, все, кто нужен Но специалист. мы живем в Тюмени, у нас самая продвинутая медицина в городе. Я так понял, что вы готовы принять Валентину Сергеевну на неограниченный Да, срок, если она абсолютно. захочет. Да. Ну, я еще Да. пока не готова. Мне нужно прийти в себя. Понятно. А вот было предложение Ванечку отправить попутешествовать. А попутешествовать? Хочу. Вот на самом деле это случилось же все очень быстро. У нас мы Да, завтра должны были выезжать в отпуск. Запланировали на Северный Кавказ, Дагестан, Чечня, до Прелюбрусья. И вот если бы Берите Ванечка бы Юлечку, поехала с нами, Юлечка девочка хорошая, А что, да. я не против. с Пашей, вы бы там столько всего увидели. Я не против. Мы планируем...
Поехали. Он все любит. вот это. Соглашайся. Планируем Боже, при красота, Эльбрусе подняться Дагестан. по канатной дороге на 4000 метров Да, я над уровнем. На гору мы уж не О, пойдем, это но по очень канатной хорошо. дороге Он любит пойдем. всё Посетить это, сердце все дела. Чечни в Грозном. Канатную дорогу. Да. Ну вот смотрите-ка, уже завлекалочка Ну, сработала. честно говоря, мы с такой ситуацией знакомы, и мы знаем, что органы опеки могут под договор выдать ребенка для путешествия. То есть это вопрос решается. Я думаю, что если этой целью задаться, это можно все организовать. Ну что, значит, вы едете в отпуск или как? Да? Не знаю, как вы, а Ваня, Хорошо, по-моему, Маш. уже все решил. Остались ли у вас любит еще всё это вопросы друг к другу? Если нас да, есть то- животные. Путешествия любит. У нас есть животные. Какие? У нас овчарка на улице живет, в вольере, добрейшая. У нас есть маленькая шицу в доме с нами. У нас есть попугайчики. А попугайчики миленькие? Миленькие. 2 попугайчика. Это как раз вот они на ответственности Паши. Вот вы будете вместе за ними ухаживать. Огород я Пока, организовала бабуля. как раз для детей. У нас очень много ягод, всевозможные ягоды вообще все. Малина, клубника, голубика, даже шелковица есть. Ой. Экзотическая для Вот наших мест. грядки наши, на эти грядки Паша по утрам бегает, Ой, рвет хватит нам клубнику. жить. Тут одни ягоды. Хорошо, спасибо вам, ребят, что вы проявили инициативу. Надеюсь, что у вас все срастется. Я тебе больше не нужна, что ли? Да вы что? Иди ко мне. Не, Я я шучу за посередине него. сяду. Посередине сяду. Правильно. Вот дипломат растет. Спасибо, ребят. Ну а мы с вами снова переносимся в Нижегородскую область. Из города Семенов к нам приехала Любовь Кузнецова, чтобы рассказать о своей семье и познакомиться с вами поближе. А вместе с Любовью приехали еще Яков Кузнецов и их дети Влад и Ваня. Здравствуйте, уважаемые студии. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это тебе. Привет. Это тебе, Ванюш. Да. Ну вы как узнали про Ваню и про бабушку? Ну, у нас немножко другой случай получился. У меня смотрел эту передачу, этот выпуск отец. Он мне позвонил и говорит: вот, дочь, представляешь, вот уже из Нижегородской области прославили вот такая семья. И вот мальчишечка, так, говорит, мне понравился мальчишечка. Посмотри, ну просто посмотри. Я посмотрела, у меня что-то ёкнуло, и позвонила сразу вам на передачу, и мне тут же ответили. У вас самих сколько детей? У нас у самих трое. Трое. Детей. Старшему сыну 20 лет, уже живет отдельно самостоятельно, работает. Конечно, все свои родные, да. Правда, первый сын от первого брака, а вот это наши общие. Но у вас же был какой-то период в жизни, когда вы хотели ребенка усыновить. Это с чем было связано? Вы даже школу приемных родителей прошли. Да. Ситуация была такая, когда мы с первым сыном лежали в больнице, ему было тогда 5 лет, привезли мальчика из распределительного центра. Мальчик был такой, ну, видно, из не из неблагополучной семьи ребенок, но он такой был радушный, такой прямо веселый, глазки светленькие, такой душевный мальчишечка. Мы всем отделением помогали, чем могли. Потом, спустя 10 лет, когда мы уже вот были женаты с супругом, мне приснился сын. И почему-то вот этот вот Ванечка, вот этот вот... Кстати, его тоже звали Ванечка. И вот это вот имя, и вот... Не знаю. Я сказала об этом мужу, об этом сне, и говорю: давай найдем, давай разыщем этого Ванечку, давай разыщем. Мы обратились в органы опеки, где можно было найти. Они сказали: ну, вроде, чтобы вам какое-то усыновление оформить, вам надо прежде всего пройти школу приемных родителей. Сказала мужу, мы успешно с ним эту школу окончили, а потом пошли искать малыша, обратились в нашу районную больницу, вот где непосредственно лежали. Заведующий отделением сказал, что уже столько лет прошло, мальчишечка давно подрос, и наверняка у него уже своя семья. То есть, если вы хотите, вы можете там, ну, попытаться усыновить кого-то, вот, кто поменьше, кто помладше.
У нас получилось так, что пришли в органы опеки, нам дали список. Я так почитала, думаю, боже мой, я чувствую, что мы на это не потянем никогда. И жилищные условия, и заработная плата, и все. Обычная процедура. Да. Так И у вас какие жилищные условия? у нас свой частный дом, но на тот момент мы, когда только начинали жить, мы строились. Поэтому у нас еще и не было таких пристроев и комнат отдельных для детей. Ой, а давайте мы посмотрим, как вы живете, потом продолжим разговор. Да, хорошо. Ну, это наша придомовая территория. Здесь у нас детская зона находится. Качельки, карусельки, батуты. Мальчишки у нас здесь залазят, рулят, сигналят. Это наш дом. Все здесь сделано с любовью, с уютом. Это была комната старшего сына. Он увлекался у нас моделированием. Вот такую машину. Сам он собрал ее без моей помощи. Мальчишки у нас один лепкой занимается, второй конструируем. Ну и показываем им на своем примере, на личном, как можно Разнообразить свою жизнь. Да. У нас появилась идея – это работа с эпоксидной смолой. И самая наша первая работа – вот такой вот поднос. А это комната Владика. Я люблю лепить машинки. Надо сначала разогреть пластилин. Потом я начинаю делать корпус машины. И начинаю вырезать детали. Я хочу новому братику Ване отдать эту комнату. Ему здесь будет хорошо жить. У нас есть важная семейная традиция. Придумал ее вот самый младший ребенок. Да, любим пить чай, чтобы в торте обязательно стояла свечка. Мы любим задувать, загадывая желание при этом. Ура! Мы надеемся, что также будем дружно и всей семьей вот пить чай и разговаривать обо всем на свете с Ванечкой, если он захочет попасть в нашу семью. Это наша семейная школа картинга. Здесь занимается молодежь. Мы будем считать себя спортивной семьей и очень надеемся, что если Ваня окажется у нас, ему здесь понравится, пусть он попробует себя на картинге, у нас выйдет классная спортивная команда, семейная. Да? Скажи, приезжай. Ура? Да! Ура! Ванечкин вопрос. А вы бизнесмены? Да. Мы бизнесмены, мы социальные предприниматели. Если так можно назвать. В основном, как бы картинг мы открывали, чтобы детей убрать с улиц, и чтобы они, большинство, ушли от компьютеров, от гаджетов, чтобы не сидели в телефонах, а как бы на свежем воздухе, с техникой. Не только ваши дети, но и все остальные. Нет, у нас да. У нас дети не только с нашего города, но с района, даже с Нижнего к нам приезжают. На лето с Москвы привозят, с Питера. Но у вас же помимо вот этого занятия есть еще и работа у каждого. Основная, да. А кем вы работаете? Я работаю мастером в Ильино-Заборском ЖКХ. Ага. А вы? А я работаю в бухгалтерии отдела внутренних дел районного. Вы в полиции работаете? Да. Подождите, а вам Я времени-то гражданская, я хватит? гражданская лица. Так, но вам времени на детей-то хватит? Конечно, Хватает. Да? конечно. А это решение супруги или ваше тоже? Общее. Мы все решаем вместе. Ну а как вообще отреагировали? Он в этот момент был на работе. Я ему позвонила, я говорю, вот представляешь, вот посмотрела передачу, вот хороший мальчик, давай попробуем. Он, мать, я за любой кипиш, кроме голодовки. Ваня, а ты вот катался уже на картинге хоть раз, нет? Нет? А тебе понравилось так? возможность. Где? Ну вот сейчас на картинке понравилось, как они катаются? Хотел бы покататься на таких машинах, агрегатах? Мальчишки, а вы-то за Ванечку? Да. Ты за Ваню? Я за. Не буду тренироваться. Да я думаю, нет.
У нас возраст Они такой, нет, что они- вот среднему 9 лет, маленькому 4 годика. Но маленький у нас вообще очень любвеобильный и тоже дружелюбный. Незаметно. Ему совсем немного до меня. У меня 6,5. Да, ты чуть-чуть постарше его, это точно. А как бабушка сможет общаться с правнуком-то? Мы живем от Нижнего Новгорода в 70 километров. Это недалеко. Это рядышком. Да. То есть электрички У нас- ходят прямой. И так можем и на машине, и туда, и обратно. И мы, и бабушку можем привозить, если вдруг будет... Бабушка, если совсем заскучает, приезжайте к нам. Места всем хватит. Спасибо. А, то нас есть у вас в комната. доме даже бабушка остановиться может, если Конечно. что? Даже можем забрать к себе. А, да, даже так. Конечно. Нет, на это... Без проблем. А у вас какие отношения, если они есть сейчас, с органами опеки? Честно говоря, вот с того момента больше пока Никаких, понятно. Да, Я да. почему спрашиваю? Потому что мы столкнулись с какой-то, странной ситуацией. И все-таки решили ее добить до конца. И получили ответ от отдела опеки и попечительства Управления общего образования администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода. И давайте сейчас посмотрим его. Ребенок контактный, развит по возрасту, общительный. Его опекун с обязанностями справляется. У ребенка есть все необходимое. Специалисты регулярно проводят контрольное обследование, нареканий к опекуну нет. Жалоб от соседей и представителей образовательных учреждений на опекуна также не поступало. А когда было последний раз контрольное обследование у вас? Никогда. Поразительно, То есть ни ребят. разу они к нам не приходили. Так дело если не в честно этом. сказать. Смотрите, в ответ на наш вопрос они отвечают, что вы с обязанностями справляетесь. Справляюсь, да. При этом они прекрасно знают, что вы ищете приемную семью. Мало того, имели наглость сказать вам «ищите сами». Чем вы, собственно, и занялись с нашей И не помощью. только приемную семью. И вот я теперь всю ситуацию вот этот рассказала. долгожданный ответ на вопрос. Да? Что они сказали? А что, все нормально, бабушка справляется. Те семьи, которые я увидела сейчас из того, что я вижу, я считаю, что они все, конечно, подходящие, все благополучные, все производят впечатление социально таких полезных, нормальных, хороших людей. Поэтому Я знаю, что выбирайте. я знаю, что вы собирались в Нижний в ближайшее время, верно? Вы все знаете. Я все знаю, да. У меня к вам большая просьба. Вот как бы ни сложились обстоятельства, какое бы решение бабушка не приняла, можете все-таки, пожалуйста, можно не от нашего имени, это только хуже сделает, от своего, связаться с органами опеки, с представителями каких-нибудь организаций, которые там детьми занимаются, для того, чтобы просто не бросать эту ситуацию, поставить на контроль. Вы ко мне после программы не убегайте, подойдите, дадите все свои данные, какие-то конкретные обстоятельства, и мы обменяемся контактами, конечно, я окажу содействие. Да, во-первых, хочу сказать, что я искренне восхищаюсь всеми семьями, которые у нас сегодня присутствуют. Взять в семью ребенка и дарить ему любовь и заботиться о нем, это очень дорогого стоит, настоящий героизм. Спасибо вам большое. По поводу каких-то рекомендаций я соглашусь с доктором, который осматривал Ивана, что ему, конечно, лучше в сельской местности. Ему будет там проще, свободней и в поведении, и в образовании. И если есть рядом коррекционная школа, стоит к ней присмотреться на будущее. Потому что пока Иван в таком возрасте, что каких-то резких решений мы не принимаем, мы сначала лет до 8-9 наблюдаем за тем, как он будет развиваться, как будет учиться, как будет осваивать материал. И только после этого принимаем решение, в какую все-таки школу его определить. И определять надо туда, где ему будет легче и комфортней. Меня немножко насторожила бабушка. Бабушка, конечно, не хочет отпускать, я вижу. И, на мой взгляд, вот среди всех замечательных семей первая семья будет прям идеальным вариантом. Рядышком много детей. Мне уже захотелось с этими котятками. Там на каждого ребенка есть котенок. Вот прям все уже там. Желаю всем семьям, конечно же, счастья, здоровья, чтобы вы обрели то, что хотите, да, вот тех деток, которые вы хотите принять. Потому что взять ребенка в семью
Это, знаете, это не каждая семья решится. Это на самом деле, это труд, терпение, любовь безграничная. Поэтому желаю всем всего самого лучшего. Сегодняшняя программа замечательна в том, что вот она дает такой яркий, положительный, приятный посыл. Никогда не забывать, несмотря на какие-то преграды, препятствия, о том, что каждый ребенок должен быть счастлив, должен иметь свою семью. И даже если для этого нужно приложить достаточно большое количество, скажем, сил, иногда это материальных каких-то достижений, успехов, то оно того стоит. Спасибо. Это будет жестко, но честно. Чем дальше вы будете от Вани, тем будет лучше для Вани. Не может быть две мамы. Бабушка должна оставаться бабушкой. Я бы вам порекомендовал сейчас отпустить ребенка в путешествие. Ведь, во-первых, вы поймете, каково вам без него. А во-вторых, ребята и Ванечка, да, друг на друга посмотрят. И давайте все-таки исходить из Ванечки. Из 3 семей рядом он сел только к одной.